Доброе утро всем. Позвольте мне приветствовать вас на этом замечательном форуме. Он, как вы видите, стал уже традиционным. Второй год подряд мы его проводим. Для вступительного слова сейчас будет немного официальной части, официоза. А после этого мы перейдем к более неформальному общению. Меня просили в вступительном слове поговорить немного о приоритетах компании, о стратегии, о трендах. Я постарался напрячься, что-то придумать, хотя было трудно, действительно. Поэтому вот немного о приоритетах и целях. Сегодня тема перевода стала стратегическим приоритетом многих компаний по всему миру. И без всех нас, всех тех, кто вовлечен в переводческий процесс на самых ранних стадиях, без переводчиков, редакторов, проект-менеджеров, верстальщиков, IT-специалистов, программистов, без ложной скромности, можно сказать, невозможно представить функционирование глобальной экономики. Ученые считают, что в ближайшие 10 лет мы переживем полную революцию в науке и промышленности. Вы с этим согласны? Нет? Мы приближаемся к электронному веку, к новой экономике, основанной на науке, знаниях и высоких технологиях. И это, скорее всего, означает, что наша отрасль по-прежнему будет меняться. И меняться очень динамично. Все больше возрастает интерес клиентов к автоматическому переводу. Клиенты стараются разместить у нас заказы на редактирование текстов, переведенных машинами. Улучшаются механизмы машинного перевода. Отредактированный человеком текст изучает машина. Но не стоит пугаться, машинный перевод не заменит полностью человека. Скорее всего, мы будем работать вместе. Да. Идет глобальная коррекция цен. Не только в Украине, но и в мире цены снижаются. И это вызов для нас определенный. И идет изменение к требованиям качества перевода. Повышаются стандарты для таких тематик, например, юридическая, медицинская. И снижаются стандарты для некоторых тематик. И это пугает многих фрилансеров. Так, например, на одной из конференций, когда американская компания, одна из самых крупных американских компаний в отрасли, заявила, что у них в контракте с клиентом прописано, какое качество должно быть, какой уровень качества должен быть, то один из фрилансеров так достаточно актуально заметил: крупные компании могут снижать качество, но я, фрилансер, не могу его снизить. И в этом есть определенный вызов для нас, для всех. Вот еще интересная фраза одного из руководителей компании Neotech московской, наши друзья, тоже достаточно крупная компания, Павла Дунаева. Он говорит следующим образом: в этом бизнесе вы ставите на кон свою репутацию при каждом заказе. И действительно это сходится с словами фрилансера, который говорит, что он не может снизить качество. Как же поступить в этой ситуации? Я бы сказал, что современные требования бизнеса, они не учитывают того, что солнце восходит и заходит вне зависимости от желаний человека. Уже сегодня всем ясно, что развитие компании и всей индустрии немыслимо без дозирования нагрузок, без позитивной психологии, без соблюдения гигиены труда. И, к сожалению или к счастью, мы не супермены и не роботы, мы обычные люди. Тренды индустрии этого пока еще не учитывают. Так же, как и прежде, сегодня актуальны вопросы автоматизации рутинных операций для освобождения ценных минут сотрудников от монотонных, однообразных нажатий на клавиши бездушных машин. У компьютера есть душа или нет? Есть. Так вот, я сегодня общался с представителями легкой промышленности. Они считают, что у швейной машинки тоже душа есть. Да. Но тем не менее, надо дозировать время общения с этими душами, да? С этими душами. Но прежде, перед тем, как мы вступим в новую эпоху, у нас есть возможность
в обстановке доверия и взаимного уважения сделать паузу. Я в последнее время увлекаюсь йогой, и там есть интересный термин. Когда ты находишься в такой скрученной позе, то тренер говорит, а теперь надо продышать все напряженные участки тела. Вот мне кажется, что сегодня у нас как раз есть возможность сделать паузу, отдохнуть немного от трендов, стратегий и продышать напряженные участки. Перед нами стоят новые вызовы, поставленные временем, и мы готовы принять эти вызовы. Сегодня в рамках форума мы постараемся обсудить возможные стратегии компании. И по завершению форума, возможно, составим некую дорожную карту на следующий год наших планов. Компания открыта для сотрудничества со всеми участниками рынка и сторонами переводческого процесса. Одним из важных компонентов стратегии развития Intex наряду с расширением производственной базы является построение партнерской сети по всем направлениям работы в компании, в том числе работа с вузами, работа с тренинговыми компаниями, работа с молодежными организациями. Вновь и вновь мы говорим, талант молодых специалистов, объединенный с опытом старожил отрасли, новые идеи и знания – вот тот фундамент, на который должна опираться модернизация нашей компании. Уверен, что наша конференция будет способствовать достижению этих целей, увеличению вклада компании Intex в решение общеэкономических задач. Поздравляю всех с началом работы переводческого форума Intex 2012. Желаю участникам форума интересных, плодотворных встреч, обсуждений, новых знакомств, новых друзей. После этих слов позвольте мне объявить нашу конференцию открытой. Здесь прописаны аплодисменты.